Не существует в этом мире слов, способных передать мою безмерную любовь к мультфильму «Рататуй». В нем почти все идеально. Каждый кадр, саундтрек, сцена, персонаж, идея и, в конце концов, озвучка. И говоря о последнем, я имею в виду именно оригинальную звуковую дорожку. Конечно, наша адаптация получилась довольно неплохой, но русские локализаторы упустили много вещей, которые создавали истинную атмосферу этого мультфильма. Не сказать, что если вы не смотрели «Рататуй» в оригинале, то вы не знаете настоящий «Рататуй». Нет. В любом случае, и там есть своя атмосфера, но в английской версии она куда более выраженная, и к тому же многие замечательные цитаты, фразы, даже взрослые шутки остались вне нашей русской адаптации, в том числе из-за цензуры. Как я уже говорил в 2 предыдущих выпусках данной рубрики, переводческая деятельность, а также локализация — это крайне сложные процессы, потому как многие вещи просто никоим образом нельзя перевести на другой язык. Поэтому в любом случае в адаптации будет что-то да упущено. И «Рататуй» это, конечно, не обошло стороной. В этом видео порой я буду придираться к мелочам, примите, пожалуйста, этого внимания. Итак, самое большое отличие многих адаптаций мультов в студии Pixar от их оригиналов заключается в том, что в них не сохраняются те же акценты, слова и произношение. Сейчас я вам наглядно это продемонстрирую. В Тани Коко, например, действие происходит в Мексике, и все герои, соответственно, мексиканцы. И потому их речь в оригинале то и дело наполнена мало того, что фразами из испанского, так еще их акцент исконно мексиканский. Для такого эффекта подбирают специальных актеров дубляжа, чей родной язык — это родной язык персонажей мультфильма. То же самое происходит и в «Рататуй». Поскольку действия разворачиваются в Париже, то естественным образом персонажи говорят с французским акцентом. Но почему это стоит делать? И почему Pixar так делает в принципе? Во-первых, это создает атмосферу. Ты начинаешь воспринимать мультфильм иначе. Происходит еще большее погружение в произведение. А во-вторых, акцентом авторы подчеркивают некоторые аспекты картины. В «Рататуе» это максимально хорошо видно. И вот как. Все персонажи мультфильма, кроме крыс, Лингвини и Реми, говорят с французским акцентом. А ранее упомянутые герои имеют исконно американское произношение. Таким образом, авторы подчеркивают значимость и в то же время отрешенность Реми и Лингвини. Они оба будто лишние. Когда паренек впервые приходит в ресторан, он выглядит белой вороной. Но тот факт, что он говорит с американским произношением, а все остальные люди в ресторане с французским акцентом, еще больше отдаляет нашего героя от всех на кухне. Создатели лишний раз подчеркивают, что он тут чужой. В русском же дубляже только у одного героя есть французский акцент. У Скиннера, шефа после Гюсто. Да как вы посмели, не спросив меня, нанять кого-то? Из-за чего взгляд на мультфильм меняется. В нашей локализации шеф сразу же выделяется из всех остальных на кухне. Таким образом, нам сразу намекают, что именно он здесь белая ворона. В самых первых отрывках произведения можно заметить эту разницу в акцентах между оригиналом и нашей адаптацией. And the best food in Paris, some say, is made by chef Auguste Gusteau. Лучшая французская кухня в Париже, а лучшая парижская кухня, по мнению многих, у шеф-повара Auguste Gusteau. Еще одной отличительной чертой нашей русской версии является использование словечек по типу чувак, бабуська, работенка, папочка, жрать и так далее. В общем, локализаторы используют наш великий и могучий в полной мере. И причем они понимают, когда это нужно делать, а когда нет. За это им, конечно, уважение. В начале мультфильма есть огромное множество мелких деталей, которые несколько отличаются от оригинала, но на них мы попытаемся не заострять особого внимания, ведь так ролик сильно затянется. Когда отец Реми дает сыну задание отделять отравленную еду от съедобной, тот начинает сильно скучать. В оригинале происходит такая сцена. Реми всячески меняет слово clean, а затем объясняет значение этих слов крысе, которая, по-видимому, не понимает, что тут происходит. На русском данная сцена имеет другой окрас. Реми не видоизменяет слово чисто, но вместо этого начинает читать стих Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение». И это, конечно, хоть и кажется неподходящим в сравнении с оригиналом, но по факту это здорово олицетворяет скуку Реми. Он начинает читать стихи от рутинности своей работы. Чистая красота, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Неважно, ладно. После ссоры Реми с его отцом о том, что не стоит воровать еду, происходит несколько странная вещь в нашей локализации.
На английском в этой сцене идет закадровый голос, где Реми объясняет, что у него с отцом разные точки зрения. Let's just say we have different points of view. На русском же нет закадрового голоса. Наши локализаторы решили озвучить отца, добавив ему несуществующую фразу, где он говорит Реми, чтобы тот никогда больше не посмел повышать на него голос. Мелочь, но странно. Никогда не смей повышать на меня голос. Также еще одно относительно большое отличие русского дубляжа заключается в следующем. Наши ребята почему-то намеренно сделали отца Реми более жестким. Они добавили ему фразы, которых тот не говорил, а также видоизменяют уже имеющиеся цитаты. Например, в очередном споре сына и отца, в оригинале папа просто предупреждает Реми о том, что приближаться к людям это опасно, но на русском он ему буквально угрожает. Secondly, stay out of the kitchen and away from the humans. It's dangerous. А во-вторых, если узнаешь, что ты к людям за едой бегаешь, уши надеру. И раз уж мы затронули тему угроз и ругательств, то давайте переместимся немного по хронометражу и поговорим про цензуру. В мульте я заметил несколько моментов, когда наши ребята намеренно избегали фраз и некоторых неприличных намеков из оригинала. Например, когда Лингвини впервые выходит на работу с Реми, паренек не выдерживает укусов крысы и начинает всячески произносить начало матерных выражений, будто «you little» или «you son of a...». Говорить о том, как эти фразы можно продолжить, я не буду, хотя бы потому, что не хочу, чтобы меня забанили. На русском наши локализаторы просто вставили крики Лингвини. И похожая ситуация касается момента с поцелуем Лингвини и Колет. Незадолго до этого парень пытается объяснить, что у него есть маленький товарищ крыса, но на английском все сделано так, чтобы провести некоторый намек на гениталии. На русском наши ребята специально все выстроили так, чтобы не было заметно никакого взрослого намека. Есть такой маленький кры. Еще хотел бы сказать пару слов про обилие идиом и различных локальных шутеек для русскоговорящей аудитории. Да, на английском язык, на котором говорят герои, очень простой, так что даже идиом там практически нет, чего не скажешь про русский дубляж, тут их полно почти в каждой сцене. Но опять же, локальные фразочки по типу «кажется, дождь начинается», «усек-васек» и тоже стих Пушкина тут на каждом углу. Кажется, дождь собирается. Усек-васек. Брат Реми в оригинале несколько отличается от нашего аналога. На английском он какой-то более саркастичный, тогда как на русском же он ни рыба, ни мясо. Очень показательный момент с вторжением Реми и Эмиля в дом бабушки. Обратите внимание на манеру его речи в обоих языках. Давай уйдем, а то она может проснуться. Следующее замечание касается самого главного слогана всего мультфильма «Готовить может каждый», который на английском звучит как «Anyone can cook». Дело в том, что смысл этой фразы меняется в дубляже. Если переводить дословно фразу Гюсто, то она будет звучать как «кто угодно может готовить» или же «любой человек может готовить». И в таком контексте эта цитата воспринимается иначе, и даже финальное эссе Эго начинает иметь куда больший смысл. Когда Лингвини дает задание убить Реми, тот не справляется и заводит душевный разговор с крысой, если так можно сказать. На английском проблем нет. Лингвини просто объясняет своему маленькому товарищу, что он случайно прокинул тот казан с супом и хотел лишь это исправить. На русском же наши ребята добавили ему еще одну черту, которой нет в англ-версии. Они объяснили, что Лингвини не хочет быть поваром, хотя подобного ни разу не было сказано в оригинале. Я вообще не хочу быть поваром, я не умею готовить, я просто хотел уйти от проблем. Таким образом, в русской версии мы начинаем воспринимать его как кого-то, кто ходит на нелюбимую работу. Через время следует сцена со Скиннером и неким Франсуа. Они обсуждают, как будут расширять линейку закусочных Гюсто. И тут сразу несколько казусов. Во-первых, Франсуа говорит о том, что есть смысл открывать китайский ресторан, так как это легко и быстро. После чего на английском он говорит Chinese. Слово Chinese означает китайский, но Франсуа растягивает это слово, подразумевая, что это будет еще и easy, то есть легко. И как вы поняли, на русский это не перевели. Далее в русском дубляже Скиннер начинает говорить про открытие кафе с хот-догами, на что Франсуа спрашивает, что такое хот-дог? Как хот-доги, только меньше.
На укус. Что такое хот-дог? И это невероятно странно. Я сразу это подметил, ведь кто в мире не знает, что такое хот-дог? Тем более Франсуа, который работает в сфере быстрого питания, обязан знать, что это. Когда я посмотрел этот момент на английском, то все стало ясно. В оригинале речь идет не о хот-догах, а о карн-догах. И вот о них Франсуа действительно мог и не знать. Наши локализаторы намеренно изменили название, чтобы, видимо, нашей русской аудитории все было понятно, но при этом создали очень странный и натянутый диалог. Далее, Колетт учит Лингвини готовить и в одном моменте говорит о том, что у парня грязные рукава. На английском Колетт говорит следующее. Дословно, она объясняет, что рукава Лингвини выглядят так, будто он блеванул на них. На русском же, из-за цензуры или что, я не пойму, они просто говорят, что это мерзко. Смотри сюда, какая мерзость! Примерно в том же отрезке времени Колетт рассказывает о том, что один из поваров раньше был шпионом и работал на русских. Забавно, но в оригинале нет ни одного слова про русских. Ларус был тайным агентом. А на кого он работал? Не говорит. Видать, на русских. Теперь вы понимаете, откуда берутся стереотипы о том, что все американцы считают русских шпионами. Наши же локализаторы это и раздувают. И в той же сцене, только в самом конце, в оригинале, Колетт пользуется игрой звуков, говоря, что we, то есть мы, художники, после чего начинает вставлять французское слово we, что означает да. Только послушайте. We are artists. Or the cooks, are we? We? We. You are one of us now, we? We? Это звучит очень красиво, но, как вы поняли, на русский это просто не перевести. Далее следует целый диалог, который наши ребята выдумали от начала и до самого конца. Когда Лингвини напивается, Скиннер пытается выманить какую-то информацию насчет крысы. В оригинале они начинают говорить про блюдо рататуй. Лингвини говорит, что рататуй неподходящее название для блюда, ведь первые три буквы rat переводятся как крыса. На русском же Лингвини задается вопросом, почему у крыс хвост лысый, хоть сами они и волосатые. Абсолютно разные диалоги. Ratatouille doesn't sound delicious. It sounds like rat and patootie. Rat patootie. Почему такая контрастность? Она сама волосатая, а хвост у нее лысый. Про следующую фразу я уже как-то говорил в одном из моих прошлых видео. Я считаю, что она очень важна для понимания основных идей мультфильма. Отец Реми приводит сына в магазин мышеловок. Он говорит ему, что природу нельзя изменить. На русском сын отвечает, что природа изменчива, но на английском он говорит следующее. Это невероятно сильная фраза, которую полностью упустили на русском. Реми говорит, что природа — это и есть изменение. И да, это теория эволюции. Все меняется и не остается таким, как прежде. И Реми использует это, чтобы доказать, что они в силах что-то изменить в этом мире, что их место в этой вселенной может быть другим, измениться. Ведь сама природа — это и есть изменение. В моменте с поцелуем Колетт и Лингвини паренек предварительно выкрикивает, что любит ее. Но затем дополняет это предложение, из-за чего полностью меняется смысл. И здесь наши ребята справились хорошо. Я тебя люблю. Слушайте. Через пару сцен нам показывает Эго. Он начинает читать свою старую рецензию на ресторан Гюсто. В самом конце в нашей адаптации он резюмирует, что лучше бы Гюсто работал в сети Макдональдс. Но в оригинале Эго подытоживает, что Гюсто равен по кулинарным умениям с Монсье Боярде. Служить поваром в сети Макдональдса. Метко. Шеф Боярде — это название компании, которая делает законсервированные макароны. То есть здесь Эго сравнивает Гюсто с изготовителем доширака. И да, понятно, почему так сделано, ведь едва ли кто-то из нашей аудитории знает об этой компании, но зато Макдональдс знает каждый. Чуть позже Эго приходит на пресс-конференцию в ресторан Гюсто, где начинает препирательство с Лингвини. Вы несколько туповаты для гения. В оригинале он говорит, что шеф-повар ресторана Гюсто слишком медленный для того, кто работает в Fast Lane. То есть он имеет в виду, что ресторан Гюсто — это забегаловка по типу шаурмичной или вроде того. На русском он просто говорит, что Лингвини туповат.
Чуть позже Реми ссорится с Лингвини на глазах у своей семьи, на что в оригинале ему отвечают. Yeah, it's like you're his fluffy buddy or something. Тут накачанная крыса начинает шутить о том, что Реми будто бы домашнее животное, домашний ручной кролик для человека. На русском они сделали совсем другой акцент. После того, как Реми пытается поднять бутылку, происходит следующее. Никогда такого не видел. Будто ты типа реальный качок. Накачанная крыса начинает шутить о том, что Реми дрыщ. И это очень странно. Выглядит совсем не в тему. И факт того, что Реми вышвырнули, остается будто за кадром. На самом деле я думал, что в самом конце уж точно будут какие-то несостыковки в переводе. Но на удивление, все хорошо. Хоть и главная фраза всего мультфильма «Anyone can cook» была несколько иначе интерпретирована нашими ребятами, но конечное эссе Эго в адаптации не уступает оригиналу. Да и в целом у них получилось адаптировать много моментов очень хорошо, чего стоит только обилие идиом и локальных мемов. Мой текстовый документ с заметками к данному ролику был в 2 раза больше, чем аналогичный по Кунг-фу Панде. Но большинство из этих заметок были очень-очень мелкими придирками, которые я не посчитал нужным вставлять в конечную версию этого ролика. Дубляж Рататуя, конечно, не такой легендарный, как в той же Кунг-фу Панде, но все равно было интересно глянуть на изменения в адаптации. Я всем рекомендую ознакомиться с оригиналом Рататуя. Посмотрите его хотя бы с субтитрами, если не знаете английский. Поверьте, вы окунетесь в эту атмосферу Франции по уши. Ну и напоследок, если вам нравится эта рубрика, то обязательно поддерживайте всячески это видео. Лайки, комментарии, репосты и прочее. Таким образом, вы поможете этой рубрике расти. К тому же, этот ролик немножко экспериментальный, но в чем именно, я вам не скажу. Большое спасибо за просмотр данного видео. И еще увидимся.